Здравствуйте! В этом видео я расскажу вам 3 шага, как увеличить свою самооценку самостоятельно. Шаг первый. Прямо сейчас, пожалуйста, подумайте о ваших достижениях. Если рядом есть ручка, листик или заметки, выпишите несколько самых основных. Чего вы достигли в этой жизни? Что произошло именно благодаря вашим действиям? Знаете, нас иногда обесценивают окружающие. Например, на консультациях мне женщины рассказывали, что мамы и папы говорят такие фразы, как когда они сделают что-то, за что можно бы похвалить, мама и папа говорят, что ну, конечно, ты такой хороший, потому что это я тебя родил, или это мы тебя такой воспитали. Поэтому не будьте сейчас сами к себе вот этой вредной такой, знаете, придирчивой мамой. Найдите достижения. Приведу пример, да, это могут быть какие-то самые простые ежедневные бытовые вещи. Если вы умеете водить машину, научились, это уже достижение. Если вы знаете какой-то иностранный язык, тоже достижение. Если вы умеете слушать людей или промолчать, когда нужно, это уже достижение. Поймите, это все сделано вами. И мы, психологи, называем это фразой «присвоить себе что-то свое». Вот вы выделите, нам достаточно будет сейчас 3 каких-то пунктов. Выделите 3 ваших достижения. А теперь прямо в своей голове попробуйте их еще преувеличить. Смотрите, ведь никто же сейчас вас не слышит. Вы будете делать это про себя. Я вас не слышу, другие вас не слышат. Это останется нашим секретом, поэтому покреативьте, побудьте таким творящим, создающим ребенком. В голове своей создайте сейчас свою такую условную реальность, да? И вот эти достижения преувеличьте. Знаете, как хвастунишки хвастаются. Не бойтесь это делать, никто не слышит. Вы играете, это как игра. Прямо сейчас похвастайтесь сами себе по принципу «какая я молодец, я вот это сделала». И вот прямо расхвастайте это в деталях, посмакуйте это как вкусный кусочек торта, не знаю, или как вкусную какую-то карамельку. Ведь помните фразу «если сам себя не похвалишь, никто не похвалит». Она очень категоричная, кто-то да похвалит, но людей, которые похвалят, будет объективно мало, потому что каждый сейчас занимается своей жизнью, все думают о себе, вовлечены в себя, в свои процессы, поэтому не ждите, что вас кто-то похвалит. Похвалите сейчас себя в своей голове. Второй пункт, второй шаг. Стремитесь быть всегда и везде финансово-эмоционально независимым. Если вы сейчас уже финансово самостоятельный человек, сами зарабатываете, сами себя обеспечиваете, то вам будет проще. Правда, финансово самостоятельные люди проще поднимают свою самооценку до нормы. А если вы финансово сейчас не самостоятельны, просто пообещайте себе стремиться к этому. Знаете, как по принципу, идти не могу, так хоть лягу в этом направлении. Думайте об этом. Куда опускаете внимание, туда идет ваша энергия. Если вы финансово самостоятельны, вам правда будет легче. И вот в этом шаге, да, важный момент еще быть эмоционально самостоятельным, эмоционально независимым. Разрешите себе чувствовать все, что вы чувствуете, и разрешите себе иногда ставить это на паузу, не проявлять это перед другими, где это будет неуместно, где это будет не на руку вам, не будет приносить пользы, но обрабатывать это потом самостоятельно дома. Или в одиночку, если не с кем разделить, если у вас есть в жизни поддерживающие люди, которые, ну, правда умеют поддержать, не скажут, да, что ты расстраиваешься, все будет хорошо, а фиг его знает, может и не будет хорошо. Вот эта фраза, да, все будет хорошо, это не про поддержку, это про заткнись, давай не будем о плохом, давай лучше о чем-нибудь, что мне нравится сейчас, слушатели. Помолчи, я не выдерживаю твои слова. Если правда есть поддерживающие люди, конечно же, с ними лучше это разделить, свои все чувства, эмоции. Если их нет, то самостоятельно. Но разрешите себе, да, внутри завести себе такой переключатель, как мы в какой-то комнате можем включить свет и погасить его. И временно света нет в этой комнате. Или временно он есть, пока мы включили. Научитесь играться этим внутри. Эмоции накрывают, я только временно ставлю их на паузу, если мне сейчас невыгодно их прожить. Вот где-то я нахожусь там на работе или с неблизкими людьми рядом, перед кем необходимо
держать маску какую-то, да, скрываться немножко, скрывать свою уязвимость. Но всегда, возвращаясь домой, в ваше безопасное место, в свою комнату, например, в свою кровать, проживайте все чувства, не копите их, в долгий ящик не откладывайте. И третий важный шаг. Прочувствуйте сейчас фразу: «Никто никогда в этой жизни не будет идеальным». Никто и никогда. Ни одного нет человека идеальным. Знаете, есть люди, которые хотят такими быть, стремятся. И, например, если такой человек попадает в психотерапию, то, ну вот я бы, например, да, как с этим работала, я бы дала человеку выбор. Вот смотрите, показала бы, что вот это желание идеальным быть, оно идет из каких-то очень таких ригидных, неподвижных установок внутри, глубинных установок о том, что я должен быть только таким в этой ситуации, в этих, ну вот, только идеальным, и никаким другим мне быть нельзя. И тогда, конечно, я страдаю, когда у меня не получается быть идеальным. И я бы человеку дала выбор, да. Вот смотрите, установка эта вам мешает отчасти, потому что когда вы страдаете, что вы не идеальный, вам неприятно. И тогда на поддержание этой идеальности уходит очень много энергии. Но у вас есть выбор, вы можете остаться с этим, просто оцените разумно, что сколько нужно будет сил потратить, чтобы прям реально всегда стараться быть идеальным и проживать вот эти вот моменты, когда ты расстраиваешься, что не получилось быть идеальным. А ведь есть другая альтернатива, может быть, вы хотите выбрать ее. Я разрешаю себе быть не идеальным, но при этом я буду стремиться к лучшему из возможного. Смотрите, вот вроде бы это же близко, да, к этой теме идеальности, но вот этот момент как будто дает вам диапазон двигаться. Вот первая установка «я хочу всегда быть идеальным» или «я должен всегда быть идеальным», она как груз, который тянет, как, не знаю, якорь, который не дает сдвинуться. А вот этот момент, что я не идеален, но я буду стремиться всегда делать лучшее из возможного, она дает вам уже спокойно возможность двигаться в направлении идеальности, но при этом ошибаться, потому что лучшее из возможного подразумевает, что когда вы делаете что-то не идеально, оно невозможно. Но иногда люди себя ругают, например, ну как же невозможно, Наташа, скажет человек, ведь я мог в той ситуации поступить вот так, по-другому, и тогда было бы вот близко к идеалу, было бы лучше. Но ответ здесь очень простой. Раз вы не сделали чего-то в прошлом, значит, вы не могли. Когда вы выбираете в прошлом какие-то условно неверные решения, которые приводят вас в какие-то неприятные точки, будьте к себе внимательны. Значит, у вас были на то причины. Значит, вы не могли. Потому что если бы вы могли, вы бы сделали лучшее из возможного. Ну и последнее такое, знаете, четвертый шаг такой бонусом для самых отличников. Может быть, у вас получится, не обязательно, чтобы получилось. Попробуйте заметить, а какую пользу вы получаете прямо сейчас в жизни от вашей заниженной самооценки. Сложно найти в этом пользу, правда, но попробуйте. Например, многие люди получают такую пользу. Если у меня занижена самооценка, и я немножко не высовываюсь, то я не рискую, я не беру на себя много, и тогда я беру на себя мало ответственности. А раз я беру на себя мало ответственности, то я более в безопасности нахожусь, потому что рисковать небезопасно. И это важно не обесценивать, когда вы заметите, да, уважайте, что ваше тело, ваш мозг подталкивают вас делать именно так сейчас. Это момент, где нужно научиться относиться к себе бережно и давать себе столько времени, сколько нужно. Но когда вы понимаете механизм, где вам все-таки выгодно это поведение, вам проще с этим что-то делать, потому что вы уже знаете больше про себя. Чем больше мы себя исследуем, чем больше мы знаем про себя, тем больше мы можем влиять на то, что с нами происходит. Согласны? Поставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал. Есть вопросы, смело задавайте в комментариях. Я захожу в комментарии, читаю и стараюсь им ответить сама. Я также оставляю ссылки на свои соцсети. В Инстаграм приходите в гости, я там каждый день почти в историях. В Телеграме пишу тексты, посты текстом. Кто любит почитать тексты, заходите в Телеграм.